Лего 18+. Ничего себе, Лего подросло. Привет! Уже как второй год Лего выпускает серию 18+. Это наборы, которые призваны в первую очередь вернуть ушедших клиентов. Ну, то есть тех, которые покупал Ниндзяго или Звездные войны, потом бац, и вроде как уже покупать игрушки стыдно. А во-вторых, это новые клиенты, которые ранее Лего никогда не покупали. Ну, или покупали своим детям. Да, если ты впервые на моем канале, то имей в виду, что здесь аудитория от 10 до 60 лет. Основная же 20-45 лет. Поэтому не стесняйся подписываться. Как вы думаете, какими основными качествами должен обладать набор, который нацелен на аудиторию 18+, то есть на взрослых? Прямо сейчас можешь написать под видео, прямо по пунктам 1, 2, 3, 4. А мы пока поедем дальше. У нас же сегодня обзор крутейшего набора. Это вот этот вот мотоцикл BMW. Это новинка этого года в линейке компании BMW. И вы знаете, компания Lego смогла сдержать данный набор в секрете вплоть до 9 декабря, когда были выпущены первые анонсы и обзоры от амбассадоров. И знаете, таких громких премьер не было давно. Ну, во-первых, потому что это был секрет, и выход был похож на взрыв бомбы, потому что эмоций было очень много как у обзорщиков, так и у тех, кто смотрел обзоры. Подобных наборов у Lego еще не было. Да, у Lego были многочисленные мотоциклы, но вот таких больших мотоциклов, которые в корне меняют представление о мотоциклах из Lego Technic, еще не было. Основные факты. Здесь 1920 деталей. Ожидаемая цена $199. Цен в российских рублях пока, к сожалению, нет, но ожидается, что это будет что-то порядка 18-19 тысяч, без скидок. Ну и как обычно, со скидками в онлайн-магазинах он будет стоить, наверное, 10-12 тысяч рублей. Как техник-модель, набор обладает стандартными для мотоциклов Lego Technic функциями. Ну, во-первых, это рулевая система, подвеска, цепной привод от ведущего колеса и поршневой двигатель, который спрятан внутри. Ну и, конечно, раз это коллекционный большой набор, здесь есть коробка передач. Секвентальная с управлением вот от этого переключателя. Все как по-настоящему. Но что еще может сделать этот набор уникальным и привлекательным для аудитории 18+? Чем он удивит взрослого покупателя? Давайте в этом обзоре и оценим его как набор для взрослых. Встречают обычно по одежке. Коробка. Набор поставляется в такой огромной коробке с солидного черного цвета. Все логотипы на месте. Наличие люкс бренда BMW уже очерчивает первый круг покупателей. Ну и довольно, так скажем, платежеспособных. Владельцы продукции BMW или те, кто очень хотят, но пока не могут, ну или не желают покупать BMW, но могут себе позволить, конечно же, обратят внимание на данный набор. С обратной стороны, минимум информации о наборах Lego Technic, что довольно-таки редко. Но с другой стороны, я думаю, это правильно. Если начнешь чертить какие-то схемы, стрелки, функционал показывать, то это может отпугнуть клиента. Зачем его грузить лишней информацией, когда он еще не купил набор? Не все же технари, вдруг это будет какой-нибудь юрист, там, я не знаю, или певец, или вообще спортсмен, но не технарь. То есть тут не надо его грузить непонятной для него информацией. Едем дальше. Первое, что мы увидим при вскрытии, это очень много пакетов. Далее будет вот такая большая белая коробка. Год назад вышел вот такой вот шикарный набор Lamborghini. И давайте вспомним, как там были оформлены внутренности. Эти шикарные вставки, но это, на мой взгляд, самое лучшее оформление коробки Lego в тематике Lego 18+. Ну, конечно, мы не будем вспоминать старые наборы, хотя я, пожалуй, покажу. Вот так оформлялись наборы в 90-х годах, и эта коробка старше моего оператора. Это я к чему? К тому, что такой прекрасный набор, наверное, стоило бы оформить такую же классную коробку, потому что вот этот вот клапан и вот эта вот белая макулатура внутри, это все-таки немножко не дотягивают до уровня 18+, на мой взгляд. Буклет инструкции, сделано все, как всегда, в высоком качестве. Есть наклейки, о которых мы поговорим позже. Наверное, все-таки не так будет много мотоциклистов, которые знают что-то о реальной модели этого мотоцикла. Поэтому, если бы здесь было больше реальных фактов о модели, реальных каких-то сравнительных моментов между Lego моделью и моделью настоящего мотоцикла, то это было бы интересно. В том числе, например, информация о коробке передач. Для новых клиентов нужно, на мой взгляд, больше интересной залипательной информации внутри. Потому что это качественная качественная книжка,
который можно и почитать, посидеть, прежде чем собирать модель. Содержимое набора в части деталей вряд ли будет интересовать нового покупателя. Да и, в общем-то, старого покупателя, который ранее собирал лего, а сейчас купил, чтобы вспомнить, вряд ли будет интересовать. У взрослых людей больше других заморочек, и им хочется просто спокойно провести время, не напрягаясь, как альтернатива просмотру телека или ютуба, что-то пособирать, послушать подкасты какие-то. Тем не менее, я прикладываю список деталей этого набора, вы можете видеть их на экране. Напоминаю, что у меня выходил подробный обзор содержимого, в частности, новых деталей. Ссылка будет в одном из этих углов, слева или справа. Так что можете посмотреть. Если коротко, то в данном наборе дебютировали самые большие для серии LEGO Technic колеса, также соответствующие им большие длинные амортизаторы для передней вилки и самый жесткий за всю историю LEGO амортизатор для заднего маятника. Это главное, декоративные же элементы, это носовой прозрачный обтекатель стекло, а также вот эти шикарные тормозные диски. Они, кстати, двухцветные, что добавляет им ценности, потому что деталь отлита из одного пластика, а потом часть покрашена черным цветом. И это дополнительный трудоемкий и затратный процесс для компании. Говоря о сборке, приятно осознавать, что LEGO наконец-то стали делать нумерацию всех пакетов. То есть вам не нужно открывать все пакеты сразу. Вы открываете их пошагово, постепенно по ходу сборки модели. Раньше же вы высыпали все на стол и в этой куче большой копались, пытаясь найти нужную деталь. После первого этапа сборки у вас вот такая вот коробка. Коробка передачи двигателя, это, в общем-то, сердце этого набора. Посмотрите, какая широкая у него получается сердцевина. Здесь у нас спрятан 4-поршневой рядный двигатель с прозрачными поршнями, а также 4-скоростная коробка передач. Я, честно говоря, не мастер наглядно показывать действия коробки передач на видео. Проще всего понять, как работает коробка передач LEGO, это просто один раз ее собрать. Вот, но покажу, как она переключается. Вот тут находится переключатель, шаговый механизм переключения, и он имеет 4 позиции. Вот вниз у нас больше не идет, значит сейчас вверх. Раз, два, три. Все, что ли? Раз, два, три. Ну да, там, в общем-то, 4 позиции. Шаговый механизм аналогичен наборам из линейки автомобильных коллекционных наборов, так называемых Lamborghini, Bugatti, Porsche. Кстати, нет, Porsche сюда не входит. Хотя нет, Porsche тоже сюда входит. Вот такой механизм переключения. Раз, два, три. 3 передачи и 1 нейтраль. Чтобы продемонстрировать, вот я сейчас буду вращать цепь привода к колесу, и мы видим, что у нас поршни двигаются. Переключаем. Это у нас нейтраль, судя по тому, что поршни перестали двигаться. Еще раз переключаем. Дальше поехало. Судя по скорости работы поршней, у нас идет сначала первая, потом вторая, потом нейтраль, а потом третья. По сборке будет важным следующее замечание. Сборка действительно сложная, даже для меня. Тут непривычная конструкция. Как правило, наборы LEGO Technic повторяются из года в год. Краны, механизмы не меняются, эти раздвижные стрелы, подъемные механизмы, актуаторы. Рулевые системы в моделях повторяются из модели в модель. Если это какая-то крупная модель, не знаю, типа Lambo, Porsche или Bugatti, там в принципе тоже, все одно и то же, просто идет какая-то эволюция небольшая. Здесь же абсолютно новая конструкция, по крайней мере для меня, потому что вы начинаете строить с мотора, коробки передач. Итак, собрал второй шаг, и после второго шага у нас сборка уже смотрится как некий крутой экспонат. Это подставка, на которую у нас ставится сам агрегат, мотор, коробка передач. То есть вся силовая установка мотоцикла и некая рама вокруг нее. Даже здесь золотая цепь торчит, которую мы в дальнейшем на колесо пустим. Смотрится очень круто на самом деле, и дальше будет только круче. Я добрался до 4-го этапа сборки, и вот такая вот картина перед нами предстоит сейчас. Мод, конечно, очень круто смотрится. Такой naked, без обвеса, без всех этих обтекателей. Осталось чуть-чуть, наверное, доделать, и он будет смотреть такой уже уличный стритфайтер. Удивляет LEGO обычно внедрением каких-то новых функций, в том числе сопровождая это выходом новых деталей. Тут же у нас не просто увеличенный мотоцикл, на который поставили колеса большего размера. Тут
Все претерпело изменения, то есть укрепили подвеску, укрепили маятник задний, появился жесткий каркас, на который крепятся панели, при этом сами панели не являются несущими элементами кузова. Тут все сделано более прочно, основательно. Ну и продолжая о сложности сборки, на последних листах при сборке модели вы будете видеть огромные конструкции, и когда вам необходимо будет закрепить какую-нибудь там панель боковую, очень сложно на картинке будет разглядеть, как она крепится, куда крепится, какие отверстия куда входят. Очень не хватает каких-то дополнительных значков, стрелочек, кружочков, которые обводят необходимые места. То есть надо более точно расставлять акценты на каких-то деталях. Если я намучился, то новичку тоже будет это непросто. Думаете, это все? Нет. Общее количество стикеров приближается где-то к сотне. Вот 79 наклеек точно здесь есть. И когда я собирал уже 5-й этап сборки, это в основном панели оперения, там бензобак, боковые части какие-то, мне казалось, что я не детали собираю, я просто на 5-м шагу делаю просто какую-то аппликацию, клею наклейки. Каждый шаг, каждое действие — это наклейки, наклейки, наклейки. Собран 4-й этап, и у нас остался 5-й, последний этап. И я уже, честно говоря, запарился с этими наклейками, а впереди у меня, посмотрите, сколько еще наклеек осталось. Этот лист не закончен, и вот этот. Чувствую, 5-й этап это будет просто поклейка наклеек. Нет, я не хочу сказать, как некоторые блогеры говорят там или комментаторы, что давайте напечатаем на деталях просто эти принты, чтобы не нужно было ничего клеить. Все мы знаем, что Lego может напечатать прямо на деталях нужный рисунок, но тогда задайте вопрос, кому потом нужны будут эти панели. По сути, эти панели станут неприменимыми в каких-то других самоделках из-за того, что нельзя будет снять этот рисунок. Поэтому, несмотря на все мучения с наклейками, я считаю, что выбрали оптимальное решение, хоть и это стоило нам вот таких вот нервов. Сам процесс сборки подразумевает использование вот такой подставки или подиума, как сказать. Здесь наклеены основные факты реальной модели. Но важнее то, что при сборке мы используем эту подставку уже начиная с момента, когда вы собрали двигатель или агрегат, основной центральную часть рамы. Вы ее ставите наверх и потом начинаете просто наращивать здесь в разные стороны какие-то конструкции, колеса. То есть ощущаете себя таким инженером, который в гараже собирает этот мотоцикл на каком-то стапеле, я не знаю. Серьезно, это увлекательно и приятно. В процессе постройки вы видите устройство механизмов, в частности КПП и работу поршневого макета двигателя. Далее вы видите, как строится рама, эта вся силовая структура мотоцикла, подвеска, потом вы делаете весь этот обвес внешний. Кстати, в таком видео он похож на мототерминатора из 4-й части. Думаю, это очень ценный этап, когда человек шаг за шагом собирает эти все механизмы, видит, как они устроены, как они работают, совершает какие-то ошибки, откатывается назад. В общем, полностью вовлекается в процесс и видит результат всего этого труда, что это все работает. Сборка дает нам несколько опций. Во-первых, это эта подставка, на которой собирается модель, и такой мотоподкат, на котором модель ставится на стоянке. Как известно, у спортивных мотоциклов нет традиционной подножки, которая достается снизу, потому что модель должна быть облегченная, как и нет у нее зеркал в спецификации для трассы. Кстати, зеркала обычно на трассах запрещены. Не знаю почему, может быть, чтобы мотоциклисты не оглядывались назад, не отвлекались от дороги. И, кстати, да, в инструкции зеркала эти нарисованы. Очень много было по этому поводу обсуждений. Тут все просто. Эти зеркала, они съемные. И об этом можно было написать в буклете, но почему-то, опять же, этого не сделали. Еще одна опция, не скажу, что она очень полезная, это целых 3 варианта оформления панели приборов. Первый вариант — это буква М, логотип, и 2 варианта уже рабочей панели. Обороты, скорость, по-моему, там. В общем, несколько вариантов представления. Что получаем в итоге? Сразу скажу. Игровой набор вы не получите. Это абсолютно не эта тема, где можно собрать, и ребенок каким-то образом будет играть. Ввиду больших размеров набор реально хрупкий. Эти все боковые части декоративные не отваливаются, как и эти панели оперения. Даже если вы просто как-то неаккуратно возьмете, какие-то боковые панели могут отвалиться. Но и у руля не такой большой угол поворота, то есть модель не будет маневренной. Маневренности от нее не ждите вообще. Функция руля здесь такая номинальная. Поэтому ему лучше стоять где-нибудь на подставке. Что вы точно получите, кроме кучи эмоций при сборке, это шикарный полочный, демонстрационный, выставочный, называйте как хотите, шикарная модель, скульптура,
демонстрационная масштабная модель. Кстати, по масштабной модели, наверное, не стоит, потому что если кто-то захочет сравнить ее с реальной моделью, то, как всегда, найдут какие-то несоответствия, неправильные углы, дисбаланс. Ну вот я не буду в это сейчас все погружаться. Набор сложный, функциональный, ну кроме того, он яркий, дерзкий. В отличие от всех предыдущих мотоциклов LEGO, тут детализация улучшена по всем фронтам. Кузов – это не просто несущая конструкция из балок и панелей, где не за что держаться. Тут реально рама выстроена вокруг агрегата, то есть основного функционального элемента, это коробка передач плюс поршневой двигатель. Вокруг них выстроена рама, а потом на эту раму уже делается навеска панелей, подвеска, в общем, внушительная конструкция. И, кстати говоря, много LEGO System декора. Например, вот эти все боковые панельки, вот эти все вот декоративные, они сделаны очень детально. Уделено внимание мелочам, вроде таких вот деталей, как бачки с тормозной жидкостью вот здесь спереди. Это, я так понимаю, связано с регулировкой отбоя и сжатия передних амортизаторов. Дизайн заднего амортизатора даже предполагает там некие элементы для настройки жесткости. Ну, это, конечно, фейк, но здесь это сделали, то есть амортизатор реально выглядит как настоящий. И даже вот эта синяя пружина, хоть она и чисто декоративная, вы знаете, что внутри встроена там более жесткая железная стальная пружина. Но вот эта тут синяя пружина смотрится очень красиво. Просто за это респект дизайнерам деталей. Впервые в амортизаторе первоочередной это внешний вид, а функционал это уже второе. Тормозная система. Ну тут дебютировали огромные тормозные диски на переднем колесе. На заднем колесе тормозной диск, уже ранее выпускавшийся, который дебютировал на Ducati, он ничем особым не отличается. Есть здесь специфическая деталь. На реальном мотоцикле тормозной механизм заднего колеса, он как раз расположен снизу. Этот вот суппорт, он находится снизу для того, чтобы облегчить разборку снятия заднего колеса. Но если говорить о тормозной системе переднего колеса, это вообще дизайнерский шедевр. Ну, кроме того, что здесь двухцветные диски, вроде как составные, но на самом деле это одна деталь. Тут есть еще полноценные, прямо крутейшие суппорта, которые настолько реально воспроизведены. Ну, я вот так вот вижу, что это, судя по всему, четырехпоршневые. Два поршня вот там вот виднеется и два, видимо, скрыто. И это еще не все. Здесь есть даже шланг гидравлической системы для привода этого тормозного механизма. Это смотрится реально круто. И эти шланги, они приходят в итоге потом у нас на руль. Как раз к тому месту, где находится, видимо, этот резервуар с тормозной жидкостью. И если бы меня попросили показать только один кадр, чтобы охарактеризовать данную модель, то я бы показал кадр с механизмом передней тормозной системы. Это реально шедевр. Реально круто. Тут детально проработан выпускной тракт. Ну, кроме вот этого вот глушителя или резонатора, как это называется, можете поправить в комментариях. Есть еще снизу тракт, вот такие вот две банки, есть даже вот гофры, которые уходят непосредственно к двигателю. Ну и, конечно же, логотипы и названия выхлопных систем Акропович. Говорят, что эта выхлопная система задушена под нормы Евро 5, поэтому реальные пацаны эту систему сразу выкидывают. Ну да, вы можете на пальцах показать друзьям, что в этой огромной модели есть коробка передач и мотор, но насколько это сделано круто, будете знать только вы. Тот, кто собрал модель, увидел, как это все работает, насколько это все реально круто. И, кстати, здесь, как и в Бэтмобиле, поршни двигателя сделаны прозрачными. Сейчас-то не видно, но я вот сейчас вставлю кадры, где увидите, что поршни сделаны прозрачными. Наверное, это сделано как раз для того, чтобы было хорошо видно, как внутри совершают поступательные движения поршни и шизны. Коробка передач переключается вот этим переключателем. Ножной переключатель. И она имеет 3 передачи плюс нейтраль. Последовательность работы следующая. Сейчас стоит у нас первая передача. Далее мы нажимаем, у нас включается вторая передача. Далее нейтраль. И далее третья. Для тех, кто знаком с мотоциклами не как я, более подробно, знают, что обычно в мотоциклах переключение идет по следующему типу. Первая, потом нейтраль. Потом вторая, третья, четвертая, пятая и, видимо, шестая, если говорить о данном мотоцикле. Здесь получается у нас первая, вторая, нейтраль, а потом третья. Да, мы знаем, что у LEGO часто бывают промахи с коробками, но чаще всего это вызвано ограничениями, которые конструктивно не позволяют сделать из имеющихся деталей правильную последовательность. Зная, что LEGO иногда путает и делает наоборот, то есть у них
чем выше передача, тем быстрее должны двигаться поршни при той же скорости вращения колеса. Может быть, здесь была заложена такая логика, то есть получается у нас третья передача на самом деле первая, потом мы переключаем, идет нейтраль, а потом уже вторая и первая, которая по факту является второй и третьей. Ну то есть перевернуто. Правда, в этом случае у нас меняется направление работы этого рычага переключателя. Сейчас мы с вами отойдем от уже сложившегося серьезного хода обзора и немножко помастерим. Мы возьмем моторы, в этом нам помогут изделия от компании Buvis, Buvis блок для питания, для мощного питания ваших моделей. И Buvis мотор – это замена ушедшему давно уже на покой багги мотора от компании Lego. К этим крутым гаджетам я вернусь позже, когда буду делать свои самоделки, но вот сейчас они нам помогут. Мы подключим с вами сейчас багги мотор к коленвалу двигателя, подключим его к Buvis и будем вращать этот коленвал с постоянной скоростью. Во время этого мы будем с вами переключать коробку передач и смотреть, как меняется скорость вращения заднего колеса. И сможет ли у нас этот Buvis вытянуть все передачи, потому что, как известно, с повышением передачи нагрузка на этот мотор будет возрастать. Давайте посмотрим. Мы подключили Buvis мотор прямо к валу поршневого двигателя. Наглядная демонстрация. Самая первая передача. Очевидно, что на первой передаче легче всего мотору будет раскрутить колесо. Мотор делает это легко. Теперь мы переключаемся на вторую передачу. Можем на ходу, а можем на месте. Давайте на ходу. Вот мы слышим, что мотор уже сложнее крутить. Даже в какой-то момент он начал немножко угасать, потому что стала включаться защита Бувиза. Вот вторая передача. Теперь мы следующую передачу переключаем. Это у нас будет нейтраль, которая по идее должна быть после первой до второй, но она здесь находится после второй до третьей. И посмотрим, как у нас просто в холостую вращается движок без привода к колесу. Третья передача, так скажем, скоростная. Я, честно говоря, не помню, какая там передача по передаточному отношению, но, скорее всего, она повышающая. Об этом говорит тот факт, что у нас мотор сейчас, багги мотор, не в состоянии раскрутить колесо на этой передаче. Давайте. Очень тяжело, мотор просто перегружается, чувствую. Как видите, третья передача настолько повышающая, что не то что Buvis мотор ее не тянет, но даже L мотор, Power Functions мотор L, который обладает меньшей скоростью, но большим крутящим моментом, он тоже не вытягивает. И даже в какой-то момент начинаются прощелкивания. Так, что-то хрустит там. То есть где-то у нас шестеренки расходятся. Поэтому я не стал брать еще более тяговитый XL мотор, потому что я понимаю, что я просто могу сломать коробку передач. Значит, демонстрационная коробка сделана действительно только для демонстрации функций, как это часто бывает у Lego. Но как минимум первые две передачи вы увидели, практически пощупали вместе с нами. Про рулевую систему я уже сказал, и она действительно имеет тут малый угол поворота колеса, такой чисто номинальный для показа и функций. И вы знаете, можно немножко, наверное, увеличить угол поворота этого колеса, если мы снимем вот эти вот стягивающие серые балки внутри. Вот эти серые балки, если их снять, то у нас руль будет поворачиваться на больший угол. Но думаю, это не нужно, зная, что модель стендовая. Подвеска работает хорошо, но это не удивительно. Здесь все-таки большой вес, и он продавливает подвеску. Удивительно то, что самый жесткий стальной амортизатор из серии Lego Technic, который стоит сзади, так легко и мягко работает на заднем маятнике. Ну, конечно, дело здесь в том, что здесь огромный рычаг просто, который вот таким вот образом сжимает. Вот снизу я не могу сжать, когда беру за колесо, это гораздо легче. О чем это говорит? О том, что даже такой жесткий амортизатор вполне можно будет использовать на каких-то самоделках автомобилях. Как вы знаете, в больших моделях типа Bugatti, Lamborghini Lego нередко использует сдвоенные амортизаторы, потому что жесткости одного желтого или красного стандартного амортизатора не хватает. И даже два амортизатора, они, как правило, просаживают машину почти до конца. Я был бы очень рад, если бы такие стойки, такие койловеры появились на Lego моделях. И кто знает, следующим летом выйдет, скорее всего, очередная модель из линейки Ultimate автомобилей Lego ценой там 300-400 евро.
И, возможно, там вот такие вот амортизаторы у нас появятся в количестве 4 штук. Я был бы этому очень рад, как и вы, наверное. Потому что покупать 4 мотоцикла ради этих пружин, конечно же, никто не будет. И я думаю, что цена его на рынке деталей тоже будет немаленькой. По передней вилке тут, кстати, тоже все хорошо. Если вы помните мотоциклы меньшего размера от Lego Technic, то там, как правило, передняя вилка работала хорошо не когда мы на месте сжимаем подвеску, а только когда мотоцикл в движении наезжает на какое-то препятствие. То есть у нас передняя вилка не заламывается при работе подвески. И, кстати говоря, ввиду больших размеров всей конструкции, задний маятник у нас подвешен не просто на каких-то пинах или осях, а используются два полноценных маленьких поворотных стола. Амплитуда работы подвески настолько хорошая и мягкая, что в нижней точке мотоцикл чиркает о землю своим Акроповичем. Вот как раз здесь, на мой взгляд, нужно было ограничить ход подвески. Наверное, мне не стоит еще раз говорить, что это шикарный набор для полки. Но и не стоит исключать, что этот набор может использоваться для сборки своих моделей. Даже если вы частично используете какие-то конструкции, узлы этой модели для постройки своего мотоцикла. Почему бы нет? Но есть такой класс легонавтов, так я их называю, которые соберут и разберут модель, тут же не моргнув глазом, и пустят все это на детали. И вы знаете, тут в принципе есть что пустить на детали. Во-первых, очень много панелей бело-черной гаммы. Не так много Lego System, который, как правило, технарям не нужен. Очень много, например, балок с перпендикулярным расположением отверстий. Тут их десяток точно есть. Огромные колеса, я не знаю, для постройки не только мотоциклов. Можно построить полноценную детскую коляску в масштабе 1:1, потому что колеса там на маленьких прогулочных колясках такого же размера. Есть амортизаторы, которых тут в принципе немного для того, чтобы использовать их в постройке своих моделей, а как минимум нужно брать 2 таких набора, а в идеале 4. Если Lego размышляет правильно с экономической точки зрения, то вложения в столь новые большие колеса и амортизаторы должны себя отбивать. Да, этот набор продаваться будет хорошо, но скорее всего эти детали потом будут использованы на каких-то новых моделях. И я надеюсь, что это будут модели не типа там какие-то Ninjago мобили, Кая или Зейна, я не знаю. Сообщество любителей мотоциклов — это очень хорошая потенциальная аудитория, в которую может войти компания Lego со своими наборами. И вообще, судя по комментариям к предыдущим видео, я понял, что среди Lego фанатов реально очень много любителей мотоциклов, ну или как минимум тех, кто в этой теме хорошо разбирается. Кстати, всемирно известный строитель Ника 71, насколько я помню, обладает 2 мотоциклами Honda. Я думаю, что он не упустит эту возможность построить что-то с использованием вот этих вот шикарных колес. Надеюсь, вы уже сделали то, что я просил в начале обзора. Написали в комментариях свое видение и понимание того, что должен давать набор категории 18+ для его покупателя. Итак, набор, несомненно, получился очень эффектным. И в первую очередь это большие размеры, масштаб 1:5, шикарнейшая детализация, ну и, конечно, он яркий, да. Смотря на эту новую обертку, забываешь, что внутри спрятаны старые, добрые, проверенные функции. Коробка передач, подвеска, поршневой двигатель. Да и какая разница, ведь все будут смотреть на фасад, на внешность. И, пожалуй, только человек, который соберет его, познает всю его глубину, суть, что скрыто внутри. Как полочник, модель, безусловно, must-have для всех любителей, коллекционеров Lego или просто любителей какой-то колесной техники. Это отличный ресурсник для строителей мототехники, особенно большой мототехники, ведь это сейчас новая страница в Lego-конструировании. Как ресурсный набор для строителей не мотоциклов, набор, пожалуй, не подходит, несмотря на то, что здесь много панелей, много шестеренок. Все-таки большие колеса и вот эти большие амортизаторы, они вряд ли будут применимы при строительстве каких-то других моделей. Пусть даже это будет большая модель автомобиля. Мне кажется, проще будет купить эти же самые амортизаторы отдельно, когда они появятся на рынке деталей. Теперь про взрослых. Как мне кажется, единственное, что, на мой взгляд, нужно было бы доработать в наборах этой категории, это немножко причесать упаковку, чтобы внутри нас не ожидали вот эти белые пустые коробки, а также сделать более подробные буклеты. Следует добавлять там больше какой-то информации как о реальной модели, так и о модели из Lego. Описывать, почему конструкторы Lego сделали здесь, например, такую коробку передач вместо 6-скоростной. Это было бы интересно для того, чтобы человек мог плавно погрузиться в Lego тему.
То есть, если человек купил набор впервые, для него Лего это темный лес, и в буклете вообще ничего не будет сказано. Ведь клиент, особенно новый взрослый клиент, он будет брать этот набор для того, чтобы без напряга провести время, может быть, в тишине, при шуме камина или любимой спокойной музыки. А теперь тот вопрос, который я задавал в начале видео, попробую ответить на него сам. Что должен включать в себя набор 18+. Ну, в первую очередь, это упаковка. Она должна давать ощущение того, что вы купили что-то дорогое, премиальное, а не просто коробка от игрушки, просто раскрашенная в черный цвет, как в случае с этим набором. В буклеты нужно добавлять больше информации о реальной модели, ну и просто какой-то вводной информации для того, чтобы человек мог залипнуть. Сборка должна быть понятной и в то же время, чтобы на каждом этапе человек понимал, что он строит. Да, здесь это сделано хорошо, то есть видно, что собираете коробку передач, мотор, раму и так далее. В этом плане очень хорошо, когда сборка модульная. В дизайне внешнего вида очень важно внимание к деталям. Тяп-ляп, как это было с Раптором или Феррари, это не 18+, это не набор для того, чтобы впечатлить взрослого человека. Отличный внешний вид — это само собой разумеющееся, и вот в данном случае это тоже хорошо получилось, как мне кажется. Должен быть соблюден некий баланс между сложностью и простотой. То есть, чтобы, собирая модель, вы не отвалились на полпути, не отдали игрушку, там, не знаю, ребенку собирать дальше. И в то же время, чтобы после сборки у вас не осталось ощущение, что вы собирали какой-то набор, который изначально предназначен не для вас, а для вашего ребенка. Ну и, конечно, побольше бородатых мужиков в промо-материалах. Как вы думаете, все то, что я сказал, можно ли это применить к набору Ford Raptor или Ferrari? Я промолчу, мой ответ вы, наверное, знаете. Для тех, кто смотрит мои видео регулярно, но еще не подписался, самое время это сделать. Спасибо, что смотрели данное видео, а я пошел. До скорого. Пока.